Обязательно? Да. Мы же знаем, что такое святилище, для чего они существуют. Чтобы, если кто-то кого-то обидел, человек пришел, проклял его, поклялся, пока вот он не сделает все, как я хочу, не извинится, не вернет то, что, если он что-то украл, не вернет мне и так далее. Пусть он будет проклят, и там говорят очень некрасивые слова. Но жрецы собрались все как один согласились с тем, что обряды проклятия мы проводить уже не будем. Сами разбирайтесь, есть милиция, есть прокуратура, есть какие-то родственники, другие. Мы снимаем с себя эту ношу. Мы будем работать только на позитив, на снятие старой какой-то порчи, клятвы, проклятия каких-то. Если где-то есть клятвы, которые призваны, вот скажем, если у человека все будет хорошо, боженька, посмотри, береги его, если он идет на войну или еще куда-то. Если ты дашь мне возможность вернуть моего сына целым и невредимым, то я принесу в жертву петушка, козленка, барашка, иногда быка обещаю. Вообще у абхазов принято любые ритуалы, по большому счету, делать, когда начинает пробуждаться природа весной и когда увядает осенью. И почему вот ореховая палочка издревле, вот как бы орех, он символизирует какую-то, как изгнание бесов, изгнание злых духов и так далее, он какой-то свой символ, вот издревле он идет. И поэтому используется всегда вот именно ореха фундука палка с тремя зубцами. ما يريق الزي عربي بعجة. أبري زرتي أخذ بسوزاس أوت خنشري تاد أبري رالي خشنا أنشا بايم برشة جنبي هالشازي رسامه. То есть сам смысл жертвоприношения это вот человеку показать, что если он не будет себя правильно вести, он постигнет участь вот этой жертвы. Также будет, это такой вот наш энергетический человек, видя, что за него проливается кровь, он будет стремиться вести себя чище. Кракамам квали задзеюхов, яхтуди, кедем гувач, чуи драчас, духова издрачивал опы, отархаватвом. Иреету, и пшдас их рабыграны ени хаватвом, и шкваквазеров. Гаваши что пихату. Давай, почки болят. Quattro nata gogio, a hosho pam goriba, tropo jam quads, rota che te quads vetres in pegio. I ahtot, nasi ahtot, papi penne, abas kalbasr kalbasib shu ahtot, ikhnu wairla. توبرخو يا ارت سكنه فابريكا جلوب تشحي كل شويه Арero бас капхсотер зомери то. Уже бартрез яз шо. Ашква лишний ква бартрез я, а мне тахпсот, пахизис везеп. وصلك هاك ينفرس حاجة. Лак хакам форта, атан. Вел тахпот нас и хаю. Все. Дал бхармазад, або бхармазад, бас ружат. Нет, двери Петерин. Короче, абхади. Сирахта, рахта, на сайбиш, дэн, Я дозволил посевка, а такого, я что отшли штрихер ваз тахму. Аха, уже что духар швой, чуки нхвата хана садршин шимтад, это он ирхот. Ну-ка юдар говор каваду. Абра, а ты почем? Я бра, дзик кехдер шводрия, я брал, что кавню юдар говор каваду.
Значит, сверху насаживается копар, вот это что делают с сыром. Слева, вот если человека взять, слева сердце, справа печень. И свечка в левой руке, правой, значит, вот этот трезубец держится, в левой свечка, когда жрец обращается к Богу. Не столько дело в козленке. Когда-то наш предок, прадед, 3-4 тысячи лет назад, может, мой, допустим, или его встал и сказал, пока наш род есть, мы даем слово Господи, что мы каждый год будем молиться печенью и сердцем козленка или там овечки. То есть было дано слово. И тут весь смысл в исполнении этого слова. То есть раз дано слово, его надо делать. Если, не хочу говорить плохое, но если 3, 5, 7 лет это ритуал не делается, может уйти человек в жертву вместо сказанного козленка. Рэмья, шерпштерачо, агершах точка шерготсакохшо. Як що не ходьфо, а вхшимазай, а брануха взятся что. Дерер гварата як шерачо, агерах тут шрекохшо, а паем бардуча. Шо вхарамаза. Uşturucu. Вичачка апаратует. Говорил, что Джо, что вам хата здесь бат. Да. Скажу, вот был такой случай, значит, из моих близких, сын начал умирать, вот, лет 7-8, вот ни с того ни с сего, вот ему плохо, скорую помощь вызвали, везут в Гудауту, по дороге все уже чернеть стал, и она прямо в машине на колени пала и сказала, Господи, если ты спасешь, вернешь мне его жизнь, я вот то-то, то-то сделаю. Когда в больницу подъезжали, ребенок начал приходить в себя. Чаще всего обещают вот, жертву принести, или кто-то делает, вот, что землю поем, там, горсть земли поем, вот 3 раза обойду вокруг человека, допустим, горсть земли поем, там, кто-то, ну, больше всего жертву, вот, козленка или овечки. А кто-то петушка говорит, что кто-то говорит свечку во весь рост, допустим, вот, если он выживет там или что-то, или благополучно вернется, что сделаю купарку, и вот свечку во весь его рост сожгу в благодарность Богу. Да, ну быка это сейчас редко, да, но тоже. То есть это благодарение Бога за спасенную душу. Но это не значит, что после этого человека опять должен так. Это значит, что человек должен проснуться, осознать, почему он попал в ту или иную ситуацию.